Если вам кажется, что YouTube стал хуже продвигать ваши видео, вам не кажется. Алгоритмы снова изменились, и причиной тому стали бесконечные крупные нововведения, которыми нас щедро одаривает платформа. И это не просто какие-то слухи. Обо всем подробно рассказывают эксперты YouTube и менеджеры самой платформы. И, если честно, после этого интервью в моей голове все окончательно устаканилось. Алгоритмы не сломались, они просто стали другими. И я предлагаю выяснить, какими другими, и как сегодня блогерам набирать просмотры. Некоторое время назад вышел довольно важный подкаст с мастодонтом Ютуба Шоном Кеннеллом, который является чуть ли не родоначальником ниши продвижения на Ютубе, и Рене Ричи, сотрудником платформы, который напрямую работает с алгоритмами. Можно было бы сравнить этот подкаст со всеми похожими на канале менеджеров платформы Creator Insider, где сидят два сотрудника и восторженно презентуют нам всякие новые фичи. Но есть одно важное отличие. Шон не сотрудник платформы, и он задает вопросы с точки зрения эксперта, который много лет работает с авторами на платформе. И именно поэтому здесь полно крутых подсказок по продвижению и любопытных инсайтов. Начнем. Алгоритм не сломался, он перестроился. На самом деле мы не можем сказать, что алгоритмы поменялись, потому что в глобальном смысле в основе всегда остаются все те же рекомендательные системы. Однако по мере развития контента авторов развиваются и алгоритмы платформы. И по мере развития контента алгоритм тоже развивается. Из-за этого авторы, которые давно работают на YouTube, ощущают, что их контент больше не работает как раньше. Однако чаще всего упрощают они это ровно до одной мысли. Мои видео перестали набирать просмотры, значит YouTube меня не любит или алгоритм сломался. Что происходит на самом деле? Меняется структура работы YouTube. Представим ситуацию. Зрители пришли на ваш канал и начали смотреть все видео одно за другим, в том числе и старые. YouTube видит всплеск интереса и начинает рекомендовать ваши видео и такому типу зрителей. Потом эта категория себя исчерпывает, и YouTube начинает искать заново, кому вас можно показать. Отсюда и появляется то самое волнообразное развитие и просмотры. YouTube постоянно тестирует видео на разных группах зрителей и опирается на их интересы. Алгоритм не знает заранее, кому понравится ваш ролик. Поэтому сначала он показывает его условным 100 людям и смотрит на реакцию. Назовем это тестовыми показами, хотя официально такого термина не существует. Если те 100 зрителей пошли активно смотреть, видео продолжает распространяться. Если нет, платформа просто перестает его продвигать. Это не теневой бан, YouTube вас не разлюбил, алгоритмы не поломались. Таковы суровые реалии продвижения на YouTube сегодня. Но эта информация и так, скорее всего, вам известна, и в интервью меня зацепило другое. Мистер сотрудник YouTube говорит нам, платформа работает как погодные системы. Странное сравнение, но имел он в виду следующее. Вчера зрители смотрели ваши видео на тему условного true crime. Сегодня те же зрители пошли смотреть новости, и ваш true crime затух. И алгоритмы двигаются туда, куда двигается ветер зрительских интересов. Но в общем и целом YouTube все равно на ваши видео, и на мои тоже. Можем обняться и вместе поплакать. Поэтому, помимо общих интересов аудитории в вашей нише, необходимо следить еще и за тем, как они меняются в моменте. На YouTube теперь используется более продвинутая модель искусственного интеллекта. И это, пожалуй, самое важное нововведение, которое реально изменило работу алгоритмов. Был у YouTube классный алгоритм на основе ИИ, который работал годами и к которому мы все уже привыкли. Но технологии на месте не стоят, а развитие искусственного интеллекта и подавно. Поэтому в алгоритмы добавили более продвинутую большую языковую модель LLM, типа как у ChatGPT, но для составления рекомендаций видео. Как было раньше? YouTube анализировал интересы зрителей, подбирал видео, которые плюс-минус подходят по теме, а зритель получал подборки, которые попадают в общее определение его интересов. Ну, например, нравится вам смотреть летсплеи. И раньше YouTube подкидывал их всех без разбора, просто любые летсплеи. Как теперь? YouTube анализирует не только тему, но и нюансы, такие как атмосфера, тон, жанр, эмоции, подтемы и так далее. Платформа способна подробно разбирать даже текст видео, чтобы точнее улавливать его тему.
И вот вы видите теперь уже у себя на главной не просто подборки летсплеев, а только те, в которых блогеры играют в хорроры, потому что вам нравится именно этот жанр. Все это необходимо для того, чтобы составлять как можно более точные подборки видео для каждого отдельного зрителя и удерживать его на платформе как можно дольше. Не будем игнорировать тот факт, что в конечном итоге YouTube просто хочет больше денег, но и мы тут, знаете ли, не ради пирожка на полке собрались, не так ли? И у меня есть хорошая новость. Эти изменения помогут активнее развиваться нишевым и очень специфичным каналам, потому что уж кто-кто, а они точно попадают в какие-то узкоспециализированные интересы зрителей. Логично, что если поменялась работа рекомендательных систем, то и авторам нужно поменять свою стратегию с условием, что теперь зрителям будет требоваться более нишевый контент. А для этого нужно очень хорошо определить, кто ваша целевая аудитория и чего она хочет. Об этом говорит нам и сам сотрудник платформы Рене. Как создателям контента нужно думать об этом стратегически, чтобы получать больше просмотров? Я думаю, это больше зависит от зрителей. Это вопрос точности. Например, вам нравятся танцевальные видео или сальса? Потому что, возможно, мы рекомендуем вам общие танцевальные видео, а вас это не интересует. Теперь мы знаем, что вам нравится сальса, и предлагаем вам видео с сальсой. Если вам сложно понять самостоятельно, что конкретно любит ваша аудитория, сальсу или бачату, то я приглашаю вас в наш закрытый клуб видеоблогеров. Здесь я помогаю авторам и найти своих зрителей, и писать крутые сценарии, и создавать кликабельные обложки и заголовки к видео. В общем, все, что помогает авторам эффективнее привлекать аудиторию. Также я каждую неделю провожу разборы каналов участников клуба и помогаю решать их проблемы в индивидуальном порядке. Присоединяйтесь к нам по ссылочке в описании, а мы продолжим про алгоритмы. Так или иначе, ваша стратегия продвижения будет полностью строиться на интересах аудитории, и подстраивать контент нужно именно под них. Как авторам получать больше просмотров? Самый насущный вопрос для всех блогеров на YouTube, и ответ здесь простой. Оправдывайте ожидания зрителей. То есть, если на обложке изображен мотоцикл, то видео должно быть про мотоцикл. Люди смотрят популярных блогеров, потому что это комфортно. Они не рискуют потратить время зря, потому что этот автор точно оправдает их ожидания, ведь так было всегда. В какой-то степени ваши видео должны быть предсказуемы. Вам нужно зарекомендоваться в таком же ключе, чтобы зрители чувствовали себя комфортно, нажимая на ваш ролик. Мы ведь уже все поняли, что схема-то простая. YouTube подробно изучает интересы зрителей, делает самые подходящие подборки видео для каждого из них, продвигает контент авторов, которые дольше всего удерживают зрителей на платформе. Все элементарно, а значит, не нужно копаться в алгоритмах, нужно копаться в зрителях. Звучит как название для нового True Crime, но я вообще-то здесь все-таки про интересы, боли, потребности, ожидания аудитории от каждого конкретного автора. Причем не обязательно пытаться создавать только вирусные видео. Контент может быть разный и нацелен на разные категории зрителей и их потребности в рамках темы. Все, что вам нужно, это понять, какое следующее видео захотят смотреть ваши зрители, а какое после него. И после этого, и так далее, чтобы выстроить цепочку просмотров и свою стратегию продвижения. Не забыли наши западные спецы и про новые каналы, предложив совершенно правильную тактику. Начните делать что-то и хоть как-то, чтобы понять, что нравится лично вам, а что заходит зрителям. У новых каналов на руках нет ни аналитики, ни удачных видео, ни банального опыта. Поэтому практика и поможет найти баланс между вашими возможностями и зрительскими интересами. Если вам кажется, что вы в ловушке, потому что нужно постоянно нравиться зрителям, то я вас немного успокою. Когда вы уже наберете какую-то фан-базу, отчасти именно вы будете диктовать своим зрителям, что им нравится. И вам не нужно чувствовать себя в ловушке, потому что вы можете развиваться со временем, как рестораны меняют свое меню и экспериментируют с новыми блюдами. Вы можете осторожно экспериментировать в процессе роста. Главное здесь сохранять вашу тематику и не терять уникальности, ведь именно за ней к вам и пойдут. Ваши видео должны быть связаны как серия одного сериала. Если начать менять темы и форматы в каждом новом видео, то создастся ощущение, что каждый раз выходит пилотная серия нового сериала.
Важно здесь упомянуть и показатели, на которые блогеры привыкли опираться. CTR или лайки больше не определяют успех видео, потому что YouTube ориентируется на поведение зрителей. Досмотрел или нет, посмотрел ли повторно, перешел ли на канал после этого, посмотрел, может быть, еще одно видео, подписался на канал и так далее. Самое главное это то, что зритель сделал после просмотра видео, а не просто кликнул или лайкнул. Если вы хотите получать больше просмотров, то вам нужно понять одну вещь – психологию. Ну что, вы уже отучились на психологов? Если еще нет, то пора. Я даже не уверена, что я шучу, потому что буквально так нам прямо и говорят. Если вы хотите в этом году набрать больше просмотров на YouTube, вам нужно понять одну вещь – психологию. Ребята в подкасте тоже обхихикали эту тему, но в целом они ведут к тому, что блогерам нужно работать с психологией аудитории. Конечно, никто из нас не пойдет учиться на психолога, да и для понимания аудитории и ее потребностей это не нужно. Вся информация и так есть на поверхности. Нужно просто научиться смотреть в аналитику и правильно читать комментарии под видео. И на основании этих данных найти ответы на вопросы. Что людям нравится в моем контенте? Почему они выбрали меня из тысяч других авторов? Какие чувства я вызываю у своей аудитории? И когда вы найдете ответы и поймете, почему вы нравитесь вашей аудитории, вы сможете дать им больше того, что они от вас ожидают. В интервью мне понравилась одна мысль, поэтому поделюсь. Люди не всегда помнят, о чем было каждое видео, но они помнят, какие чувства вы у них вызывали. Золотые слова. Те эмоции, которые люди испытывают, просматривая ваш контент, это их мотивация возвращаться на ваш канал снова и снова. Вы можете как угодно экспериментировать с темами без опаски, что зритель не посмотрит, если точно знаете, какие чувства он хочет испытать, посмотрев ваше видео. Это и будет ваша уникальная, неповторимая фишка. Например, представим, что у вас новостной канал, который полностью завязан на актуальности. Такие каналы редко создают вечно зеленые темы, они сильно зависят от трендов. Поэтому рассчитывать можно только на моментальные просмотры. Вся гонка за аудиторией заключается в том, чтобы стать первым, рассказать новость быстрее соседа. А в таком случае конкуренция просто бешеная. Однако вы можете сделать ваш контент иным, таким, которым его не делают все другие авторы. Например, добавив в него анализ новостей и сравнение с похожими событиями из прошлого. И вот теперь зрители будут приходить к вам именно за этим. Глубокие аналитические истории, а не поверхностные факты. И зритель будет возвращаться снова именно за этими ощущениями. Это и есть стратегия продвижения, основанная на уникальности и психологии вашей целевой аудитории. Подписчики больше не имеют значения. Я отвечу на этот вопрос, но сначала спросите себя, а какая у вас цель? Вы можете легко продавать свои товары и услуги при минимальном количестве подписчиков, но для привлечения рекламодателей они все еще важны. Само количество подписчиков – это очень относительный показатель. Кто-то подписался и смотрит, а кто-то сделал это 100 лет назад и давно уже не ваш зритель. Выходит, что это просто цифра, которая тешит наше блогерское эго. Ведь уже даже рекламодатель не смотрит на подписчиков, а скорее на стабильное количество просмотров и хорошие охваты. Мне понравилась аналогия на эту тему от Рене. У меня есть друг, Дэйв Вискис, который говорит, что номер подписчика — это все деньги, которые у вас когда-либо были в банке, и это интересная цифра. Но это не так интересно, как то, сколько денег у вас сейчас на счету в банке, то есть количество ваших ежемесячных уникальных зрителей и количество возвращающихся зрителей. Если вы хотите объективно оценивать успехи вашего канала, то смотрите не на подписчиков, а на то, что указано в графе «Постоянные и новые зрители». Это покажет, как реагируют постоянные зрители на выход новых видео и то, как это влияет на продвижение роликов на новую аудиторию. Есть еще одна метрика, которую нам советуют анализировать специалисты по YouTube. Это уникальные зрители. Мне понравилось, какую мысль они пытались этим донести. Ваши постоянные новые зрители – это как средние по больнице охваты. То есть при наших 111 тысячах подписчиков на канале объективно за март у нас имеется 27 тысяч зрителей. Однако уникальные – это те новые люди, которых вы каждый месяц способны находить и превращать в вашу постоянную аудиторию. То есть потенциально мы могли бы увеличить охваты нашего канала до 74 тысяч зрителей. Поэтому вывод прост. Количество подписчиков никогда не отражает реальное положение дел на канале. И сам разработчик алгоритмов нам говорит, я бы не стал выстраивать свою стратегию продвижения на наборе подписчиков.
Так что эти показатели важны, но я бы не стал строить стратегию канала вокруг них. И я максимально поддерживаю этот тезис. Но я знаю, что многим все еще важны подписчики, поэтому давайте все-таки разберем, как быстрее всего увеличить количество подписчиков. Ответ. Будьте последовательны. Вы должны планировать не каждое видео по отдельности, а заранее придумать, как сделать так, чтобы человек пошел смотреть и все другие видео после одного. И все для того, чтобы сформировать у вашего зрителя привычку смотреть ваш контент. Некий новый вид зависимости, но в хорошем смысле. Условно вы можете сделать видео «Как выбрать машину в 2025 году», после чего логично выпустить ролик «Как зарегистрировать машину», потом «Как гонять и не получать штрафы», а потом «Как оплатить штраф на госуслугах». Так получается серия видео, в которой вы предугадываете следующий вопрос вашего зрителя и тут же даете на него ответ. Обновления, которые меняют YouTube, изменение системы подсчета просмотров шортс и трехминутные шортсы. Вы уже наверняка слышали, что теперь YouTube считает любой просмотр шортс за просмотр, даже если вы просто мимо пролистнули видео или посмотрели его повторно. Из-за этого, соответственно, число просмотров будет сильно выше, чем обычно. И сам показатель просмотров правильнее теперь называть показы, а вот просмотрами назовем заинтересованные просмотры. Если хотите поподробнее разобраться в этой теме, то у меня есть большое видео про то, как создавать успешные шортсы, которые не прикончат ваш канал. Ссылочку на него вы найдете в описании. А что об этом нововведении говорят наши ребята в подкасте? Оказывается, это было сделано из-за отзывов авторов. Мол, на всех площадках просмотры считаются по-разному. В том же запретограмме или ТикТоке уже давно считается каждый просмотр. Поэтому YouTube сделал то же самое. Нельзя же отставать от конкурентов. И вышло удачно. Зрители видят привлекательные большие цифры просмотров, а авторы могут только в аналитике узнать реальное их количество. Однако на продвижение и монетизацию будут влиять только реальные показатели заинтересованных просмотров. Не забыли Рене и Шон упомянуть и трехминутные шортсы, которые ввели на платформе не так давно. Работают они еще не очень, и пока не ясно, как именно повлияют на алгоритмы платформы. Я думаю, что это займет время, потому что люди будут создавать все больше и больше таких видео, а алгоритмы будут учиться и совершенствоваться. В общем, как всегда, мы что-то сделали, а дальше как пойдет. Ах да, и мое любимое. На шортсах длиннее минуты нет поблажек по авторскому праву, и вам будут прилетать заявки Content ID, как на обычные видео. И Шон задает логичный вопрос. Как вы думаете, это изменится? Да. Мы пока ничего об этом не объявляли, но если вы хотите снимать дольше, то можете использовать разнообразную музыку, которую можно лицензировать для создания более длинных роликов. Спасибо! Обожаю фонотеку Ютуба. А вы? Ладно, оставим сарказм, давайте к чему-то более полезному. Как перенаправлять людей с шортс на длинные видео? У авторов есть инструмент для этой задачи. Видео по теме. Получается, перегонять трафик – это реально. Но сложно, потому что люди, которые смотрят короткие видео, ленивые. Чтобы перенаправить зрителей, вам нужно не просто его попросить перейти по ссылке, вам нужно его убедить в том, что он этого хочет. И работать это все будет в том случае, если шорт самодостаточен, но подводит к длинному видео. Если есть прямая и эмоционально заряженная мотивация кликнуть. И длинное видео оправдывает ожидания, которые вы заложили у зрителя в коротком. Но всегда держите в голове, что зачастую зрители коротких видео – это не те же самые зрители, которые смотрят длинные. Поэтому использовать шортсы для продвижения длинного контента можно, если осторожно. И я рассказывала об этом в том же видео про шортсы, ссылку на которое я уже оставила для вас в описании. А теперь перейдем к вашей любимой теме про теневой бан. YouTube хочет помочь новым авторам или задвинуть их? Давайте уже наконец-то поставим точку в этом вопросе. YouTube не занимается искусственным продвижением или пессимизацией авторов. И если вам кажется, что лично вас YouTube задвинул или что именно в вашей ситуации сработал теневой бан, то вам кажется. Ютубу выгодно, чтобы новички становились популярнее. Он ведь с этого тоже будет иметь в перспективе больше заработок. Однако меня очень повеселил один момент в интервью. Рене говорит, что многие авторы думают, мол, YouTube продвигает какие-то определенные функции, за счет чего может продвигаться контент авторов. Например,
Когда на платформе ввели шорты, то они набирали намного активнее просмотры, чем сейчас. И авторы первой волны срубили куш на коротких видео. И его ответ меня просто убил. Иногда люди думают, что некоторые функции или вещи продвигаются. Но это бывает очень редко. То есть это не четко, нет, такого не бывает. Это скорее очень помятое, как бы да. Короче, если YouTube активно продвигает новую функцию, то все те, кто воспользуется ей, получат буст в продвижении от платформы. А так они, конечно, не продвигают и не навязывают свои новые функции. Нет. Чтобы замять эту тему, Рене переключился на другой вопрос. Пробелы в нишах и темах. Поясню. Если в какой-то теме резко выстрелило видео, то иногда так происходит, потому что в этой теме большой спрос у зрителей, но почти нет предложений от блогеров. И вот чем быстрее вы ухватитесь за эту тему и сможете дать зрителю контент еще круче, тем больше шансов сделать что-то вирусное. И эта тактика подходит любым каналам, любого размера. А для маленьких у меня есть еще одна интересная тема. На главной странице YouTube у любого зрителя всегда есть несколько слотов, которые в качестве эксперимента отводятся платформой для видео от новых авторов с маленьким количеством просмотров. Вы можете и сами оценить это, обновляя главную, отмечая, как много видео с маленьким количеством просмотров покажет вам YouTube. И все потому, что, во-первых, YouTube важно показать хороший контент, который подходит под интересы аудитории. И здесь не важен размер канала или количество просмотров. А во-вторых, платформа всегда ищет новые таланты. Чаще всего такие видео с маленьких каналов цепляются к популярным у больших из-за схожей темы или инфоповода. Многие блогеры выстраивают свою стратегию именно на этом. Ориентир на популярный контент, чтобы прицепиться к нему и продвигаться вместе или за счет крупных блогеров. А дальше у нас будет блог на любимую мою тему, который я сделаю в формате Блица. Мифы об алгоритмах YouTube. Алгоритм хочет меня наказать или задвинуть. Видео набрало меньше просмотров, чем обычно, а значит, следующий YouTube уже тоже продвигать не станет. Факт в том, что алгоритм не наказывает. Он просто не продвигает то, что зрителям не нравится. Это разные вещи. YouTube отправляет неугодные каналы в теневой бан. Единственный бан, который вы реально можете словить, это если видео нарушает правила сообщества или авторские права. Материться в видео нельзя, иначе окажешься в теневом бане. Материться не надо только в первые 10 секунд, потому что так YouTube и правда накинет на вас ограничения по возрасту, но не теневой бан, и может ограничить монетизацию, потому что не все рекламодатели соглашаются размещать рекламу на видео с ограничениями по возрасту. Это не теневой бан. Сегодня на YouTube уже не станешь популярным, потому что и так слишком много блогеров и контента. Да, конкуренция выросла, но и инструменты стали сильнее, тот же ИИ, всякие нейронки. И сейчас всегда лучший момент, чтобы начать. Уже есть все стратегии, шаблоны, много опыта других авторов в открытом доступе. Просто изучай и применяй. После вирусного видео у меня упали просмотры, и канал пришел в упадок. Нет, у вас было вирусное видео, которое является аномалией для вашей стандартной статистики, и после него показатели просто пришли в норму. Канал рос и остановился. Это конец. Канал рос и не менялся и надоел вашим зрителям. Остановитесь и пересмотрите вашу стратегию и контент с учетом обновившихся интересов зрителей. Для преодоления этой проблемы у меня есть мантра. Повторяйте за мной. Если вы делаете одно и то же, то результат будет одним и тем же. Что самое важное, мне хотелось бы подчеркнуть для вас в этом подкасте. YouTube работает для зрителей. Он вас не задвигает, не отодвигает, не кидается в вас теневыми банами. Если у вас не растут просмотры, то это значит, что он или ищет вашу аудиторию, или считает ваши видео неинтересными для нее. Думайте, как понравится зрителям, а не алгоритмам. Хороший контент – это предсказуемый контент. Если у вас разный визуальный стиль, темы, а формат видео каждый раз новый на одном канале, зрителю сложно понять, чего ждать от вас. И это не формирует доверительные отношения и не вырабатывает привычку смотреть ваш контент. Поэтому в следующий раз зритель на ваше видео просто не кликнет. Привязанность зрителя важнее, чем одно вирусное видео. Наша главная задача была и остается, чтобы после одного ролика зрителю хотелось сразу посмотреть следующий.
YouTube не против новичков. Вся работа YouTube строится не на том, чтобы выделять каких-то блогеров и задвигать других, а на том, чтобы подсовывать зрителям контент, который он будет смотреть вовлеченно. И авторы, которые будут способны мотивировать зрителей смотреть не одно, а 10 видео на своем канале, будут активно продвигаться платформой, вне зависимости от того, сколько у них подписчиков и когда был создан канал. Переосмысление – это норма. Даже самый крупный блогер на платформе MrBeast переизобретает себя, когда аудитория от него устает. Это не слабость, а стратегия. Алгоритмы новыми не стали, но они выросли, стали лучше и обучились новым трюкам, чтобы эффективнее угождать зрителям. Поэтому пора и нам с вами вырасти, стать лучше и обучиться новым трюкам, чтобы как можно эффективнее угождать зрителям. И тогда большие просмотры не заставят себя долго ждать. Не будем